Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Окна» на YouTube и Рутуб платформах российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа». С вами я, ее ведущий Фархат Ибрагимов. В нашей программе традиционно вместе с нашими экспертами и гостями мы обсуждаем, дискутируем и говорим о наиболее важных и заметных событиях, прошедших как у нас в стране, так и за ее пределами. Поговорим сегодня о ситуации на Ближнем Востоке. У нас сегодня на прямой связи общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Яков, я сейчас приветствую. Добрый день. Спасибо, что нашли время с нами сегодня поговорить. Яков Федорович, мы не просто так сегодня нашу передачу записываем, есть информационный повод. Пожалуй, новость, которую ждали очень долго одни страны, но и другие есть, которые к этой новости относятся по-разному, нейтрально, либо не совсем хорошо. Речь пойдет о том, что между Израилем и Хезболлой началось такое, был запущен процесс о прекращении огня, и как бы в принципе Израиль и Ливан прекращают череду боевых действий в отношении друг друга. И надо сказать, что сейчас очень многие спорят над тем, приведет ли это перемирие к окончанию войны в секторе Газа. И как вообще все в целом оценивается это израильской стороной, что думают об этом региональные игроки. Вот об этом по всем поподробнее мы и поговорим. Ну и, конечно, о текущих других актуальных новостях, касающихся и нашего региона конкретно, России. Ну и, конечно же, затронем и американскую политику. Яков Ильич, начнем с самого, пожалуй, актуального. Это как раз-таки новость, которая пришла накануне, как гром среди ясного неба. Вдруг заявили и в Израиле, и в Ливане, что вроде как все, давайте договариваться, давайте прекращать огонь. И мы получаем сообщение в то же самое время, что в Израиле не все это позитивно оценили. Интересна ваша точка зрения по этому поводу. Что вы думаете? Считаете ли вы, что Израиль тем самым, одержал победу, либо, напротив, проиграл? Будем называть вещи своими именами. Как бы вы оценили все это в совокупности? Прошу вас. Ну, во-первых, все эти понятия победа, не победа, они больше относятся к пропагандистским или политическим. Для того, чтобы оценить правильно ситуацию, надо посмотреть, ситуация в результате соглашения улучшилась или ухудшилась. Ситуация до начала тех или иных военных действий была лучше или по прошествию она стала хуже. Именно это решается. А что, как политики это объявляют, это имеет меньше значения. В отношении того, что произошло, это было не вдруг. Я немножко хочу вернуться, чтобы восстановить логику развития событий тем, кто ее забыл, или тем, кто хочет, чтобы ее забыли. По плану, который был составлен Ираном, Хамасом и Хезболлой, должно было начаться одновременное наступление удара. То, что сделал Хамас на юге 7 числа, Хезболла должна была сделать на севере в тот же день. И плюс к ним должны присоединиться были шиитские милиции Ирака и хуситы. Такой был грандиозный план. Он был утвержден примерно год назад, в принципе. А Хамас интенсивно к этому готовился, и Хезболла тоже. За полгода до нападения Хамаса на приграничные поселения Израиля выяснилось, что Иран не готов сейчас к этому, и он начал это оттягивать. Но если Иран говорит, то и Хезболла. И тогда в Хамасе пришли к решению: мы начнем, и тогда они вынуждены будут признаться. О том, что это было готово со стороны Хезболлы, мы обнаружили абсолютно точно, когда мы вошли в укрепление Хамаса и все позиции Хамаса на израильской границе. Там было все готово, так же, как было готово у Хамаса, и с точки зрения оружия, и с точки зрения планов, и с точки зрения дислокации. Как только когда Хамас атаковал Израиль 7 числа, в тот же день Хезболла присоединилась. Но она присоединилась не так, как планировали, то есть таким же вторжением. А они решили
что их участие будет как обстрелы израильских поселений постоянным огнем. И это продолжалось. И все, что предлагали Хамас, Хизбалле, и о чем шли переговоры, говорили, прекратите эти обстрелы. Хизбалла, и руководство Хизбаллы, и Насралла говорили, пока не прекратятся военные действия в Газе, мы будем обстреливать. То есть это было в рамках общей программы. Терпение Израиля лопнуло в августе этого года. И в августе этого года мы пришли к атаке на Хизбаллу для того, чтобы прекратить обстрелы израильских поселений. Это было как цель, это было заявлено с самого начала. Никто никогда не говорил о оперативных планах. И в Израиле, что цель операции является уничтожение Хизбаллы. Для того, чтобы уничтожить Хизбаллы, надо было оккупировать весь Ливан, и все это отлично знали, и никто не собирался этого делать. Надо было нанести Хизбалле такой удар, чтобы она согласилась на прекращение огня, и попытаться ликвидировать ту мощь, которую дал Иран Хизбалле. Все уже забыли. А я помню, как разного рода комментаторы на всех языках, сторонники Хизбаллы, кричали, а у Хизбаллы 150 тысяч ракет. Она нанесет сейчас такой удар по тылу Израиля. В результате этой операции, которая началась, уничтожены порядка 90% тяжелых ракет, порядка 80% других ракет. Те укрепления, которые были заняты вдоль границы, привели к тому, что Хизбалла прекратила обстрел прямым огнем израильских поселений. Осталось только обстрел ракетами по 20, 30, 40 ракет радиусом действия примерно 40, 50, 80 километров. Практически большого ущерба это Израилю не принесло. За все время операции военных погибло порядка 80 бойцов, гражданского населения порядка 40 человек. И все. Это все, что осталось от грандиозного плана Ирана, что в случае войны или военных действий с Ираном Хизбалла нанесет сильнейший удар по Израилю и его инфраструктуру. В результате нашей атаки была ликвидирована вся верхушка военной Хизбаллы, в том числе Насралла. Я еще раз скажу, в последней речи при жизни Насралла он сказал, прекращение огня с Израиля и обстрелов на территории Израиля до прекращения военных действий в Газе – это поражение Хизбаллы и предательство всех наших политических планов. Это последнее, что он сказал. И 4000 бойцов Хизбаллы были убиты. Примерно около 80 тысяч раненых. Была ликвидирована вся военная и политическая верхушка, причем по 2 раза. То есть и те, кто заменили их, были ликвидированы, в том числе и те, кто заменили Насраллу. И тут оказалось Иран, который был ключевой в этом вопросе. Иран, когда создавал Хизбаллу, Хизбалла была создана с двумя целями. Первая цель – это создавал Стражи революции, а цель создания Стражей революции было распространение и влияние шиитского ислама на мусульманские государства, опираясь прежде всего на шиитское население. В рамках противостояния между шиитским и суннитским исламом. И были разные этапы. Я хочу напомнить, многие уже забыли. Ну, я-то помню. И не только я. Террористический акт, который произвели Стражи революции
в Саудовской Аравии во время хаджа в Мекке, когда погибло более 70, от 70 до 100 паломников. До такого доходила эта борьба. И вот стражи революции для этого и создали Хизбаллу. Вторая цель создания Хизбаллы была быть ударной силой против Израиля, поскольку на расстоянии от Ирана до Израиля у Ирана не было серьезной возможности нанести удар по тылу Израиля. И для этого Хизбалла была и вооружена 150 тысяч ракетами и снарядами, включая несколько тысяч ракет, которые покрывали всю территорию Израиля. В результате нашей операции в течение 3 месяцев оказалось, что эта цель Хизбаллы не выполнена и не может быть выполнена. И стоял вопрос, что если будут продолжаться военные действия, будет уничтожена вся военная инфраструктура Хизбаллы. Часть из-за нашего вступления на территорию, а часть ударами с воздуха. И также будет уничтожено и новое руководство Хизбаллы, которое приступило к своим обязанностям, но они не отличались ни опытом, ни знаниями, ни организованностью прошлого. И тогда Иран справедливо, с его точки зрения, принял решение, надо остановить, чтобы спасти Хизбаллу, надо остановить военные действия. И Хизбалла приняла то условие, которое мы им предъявили, когда они начали военные действия. Прекратите обстрелы. Как только вы согласитесь на это, все остальное – это техника. Это то, что произошло. Так что это не вдруг. В результате сегодня Хизбалла намного более слабая организация. Как организационно, так с военной точки зрения, так с точки зрения вооружения. По соглашению, которое подписано, невозможно продолжать вооружать Хизбаллу извне. Все виды оружия, которые поступают и будут поступать в Ливан, должны поступать только в ливанскую армию. И ни в одно вооруженное формирование. То есть вряд ли Хизбалла в течение ближайшего времени сможет вооружиться и достигнуть той военной силы, которая была. По этому соглашению выполняется пункт резолюции Организации Объединенных Наций 1701, которого мы требовали выполнить. Военные подразделения Хизбаллы уходят от израильской границы за реку Нетани. На израильской границе будет только ливанская армия. Не Хизбалла. И больше... Не Хизбалла. Хизбалла не имеет права и не может быть. И ливанская армия обязалась по соглашению, что не будут там подразделения Хизбаллы. В результате этих боев от 1,5 до 2 миллионов населения Ливана ушло со своих мест и вынуждены были покинуть. Все они шииты. Это шиитские деревни. Мы заходили в шиитские деревни, мы почти не заходили в христианские. Или сунниты. Если только там было известно, что находятся какие-то укрепления, что Хизбалла устроила и взрывали эти бункеры, и взрывали дома. Уничтожено 100 тысяч жилых домов, в основном вдоль нашей границы. Все дома, в которых были укрепления, склады и боевые позиции Хизбаллы на протяжении всей нашей границы. В самом Ливане, внутри, допустим, в Дахи, уничтожено порядка 100 домов, не больше, может быть 150, где находились штабы и склады Хизбаллы с ракетами или другими военными материалами или центры связи. Ущерб, который был нанесен Хизбалле, это несколько миллиардов долларов. Кроме того, что население от всей этой их авантюры с начала обстрела Израиля
очень и очень пострадало именно шиитское население, на чем они основываются. И соотношение сил в Ливане изменилось не в пользу Хизбаллы. Первый признак этого – это то, что парламент Ливана собирается сейчас, чтобы выбрать президента. То, что Хизбалла препятствовала в течение почти 2 лет, не давая выбрать президента Ливана. Не было у них президента из оппозиции Хизбаллы. Да. Сейчас уже меняется и внутренняя структура. Но самое главное, что самым большим сторонником этого перемирия, этого соглашения был Иран. Поняв, что при таких условиях нет смысла сейчас продолжать военные действия. И за этим стоит еще один момент, который связан с Ираном. Скорее всего, это произошло в рамках секретных контактов между представителями Ирана и Соединенных Штатов к предстоящим с новым президентом Соединенных Штатов переговоров Ирана и США о том, чтобы улучшить отношения и нормализировать между Ираном и Соединенными Штатами и Западом и снятие хотя бы частично санкций с Ирана. Вот как раз, Яков Йосич, к вашему слову, вот буквально несколько минут назад поступило на ленту информагентств следующее сообщение от Министерства иностранных дел Исламской Республики. Иран может отменить запрет на владение ядерным оружием в случае восстановления всех санкций на ООН. При этом он отмечает, что мы выбрали курс, пишет, значит, говорит глава МИД Ирана, значит, Аббас Аракчи, мы выбрали курс на сотрудничество ради достижения достойного урегулирования этой проблемы ядерного нераспространения. Могу откровенно сказать, что идут дебаты, в основном говорят среди элиты, но также заявил о том, что сейчас восстановление, значит, снятие европейскими странами всех санкций убедит, значит, всех в Иране, что нужно как-то о чем-то договариваться. В противном случае, значит, если ядерная доктрина не будет ошибочной, по мнению иранского главы МИДа, ну, значит, будем дальше ее разрабатывать, эту ядерное оружие, если санкции не снимут. То есть последние несколько недель мы получаем от иранцев довольно очень интересное сообщение, что они заинтересованы в снятии санкций, в восстановлении сделки. Они знают, что Трамп в отношении Ирана не комплементарен, что его позиция, они даже этого не скрывают, они говорят прямо так, что они произраильские, и что Ирану будет очень нехорошо, если Трамп войдет в Белый дом и уже приступит к своим обязанностям. И вот Тегеран теперь пытается, найти какой-то общий, значит, видимо, какой-то язык диалога для того, чтобы хоть как-то о чем-то договориться. Вот здесь такой довольно очень интересный момент возникает. Но, Яков Йосич, у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали, что Хизбаллу там всю верхушку уничтожили. Это факт. Фактически Хизбалла, она обезглавлена. Хамас тоже обезглавлен. Мы с вами подробно обсуждали несколько недель назад, значит, ликвидацию Яхьи Синвара. Но вы понимаете, нам могут в ответ с вами сказать, что заложников, как сектор Газа, Хамас, так не освободили. Против Нетаньяху завели уголовное дело на уровне МУСа. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что такое МУС, что это вообще за организация такая. Да, это ерунда полная, понятное дело, но тем не менее угрожают. И, например, президент Франции Эммануэль Макрон даже не постеснялся, сказал о том, что ну вот если Нетаньяху приедет, мы его там же арестуем. Хотя итальянский глава МИД сказал, что это невозможно. А вот Швейцария, Нидерланды, там, значит, и Франция, особенно Франция, любящая, знаете, бросаться на амбразуру, она прямо заявила, что она это сделает и, откровенно говоря, и чуть ли не угрожает Израилю, и ни санкции не собираются чуть ли не вводить и так далее. Но вот в таком случае нам могут с вами сказать, Яковлевич, а разве в этом заключается победа Израиля? По-моему, нет. А вот вы что бы ответили на такие моменты? Ну, во-первых, в отношении Ирана и Соединенных Штатов. Да. Весь конфликт был, в сущности, из-за того, для того, чтобы заставить Иран прекратить производство ядерного оружия и разработку. И начальная позиция Ирана для переговоров, она такая. Если
кратко выразить то, что сказал министр иностранных дел Ирана, а к этому вели и выборы Ирана, поэтому и выбрали этого президента, поэтому и поддержал духовный руководитель Ирана именно его кандидатуру, чтобы идти на переговоры. И вот начальная позиция Ирана, она совершенно ясна. Снимайте санкции, тогда мы прекратим. Не снимите, мы будем продолжать разрабатывать ядерное оружие. Начальная позиция Соединенных Штатов будет зеркальная, как можно судить по заявлениям Трампа и по его намерениям. Если вы не прекратите разработку ядерного оружия, мы вас задавим, задушим экономически. И то, что были санкции, это будет детская игра. То есть, с той и с другой стороны есть общая позиция. Снять санкции и прекратить разработку ядерного оружия. А дальше, условия, то есть принципиальных разногласий между Соединенными Штатами и Ираном по этому вопросу нет. Иран согласен прекратить разработку ядерного оружия, если будут санкции сняты. Соединенные Штаты согласны уменьшить и прекратить санкции, если это будет достигнуто, и усилить их, если не будет достигнуто. То есть переговоры начнутся и будут в этом направлении. То есть я думаю, что в этом направлении они будут решены. У Трампа есть еще один козырь, который он не высказывает, но он может намекнуть. Если вы не начнете разработку ядерного оружия, на следующем этапе мы не будем сдерживать Израиль, и пусть он сам разбирается с вами. Этого никто не хочет. Этого никто не хочет. И Израиль потому что тогда... Да и Израиль этого не хочет особо, если честно, так посмотреть. Израилю нужно прекращение разработки ядерного оружия. Часть военного истеблишмента и политического считает, что самой лучшей гарантией, если эта возможность, будет физически уничтожена. То есть ликвидировать все предприятия, все институты, которые этим занимаются, и все инфраструктуры. Это по аналогии с Ираком, как это было в свое время, Яков Иосифович? По аналогии, но немножко в другом. Но то же самое по аналогии с Ираком, по аналогии с Сирией. В Дер-Азуре тоже был реактор, который должен был этим заниматься. Да. Но при этих условиях. Другая часть военного политического разведсообщества считает, если можно достигнуть это с помощью переговоров, Соединенные Штаты и Европа могут это достигнуть, лучше так. Но опять-таки вопрос стоит именно таким образом. Прекращение разработки ядерного оружия на тех или иных условиях, и за это снятие санкций, которые для этого и были предназначены. То есть начальные позиции позволяют надеяться, что эти переговоры начнутся и будут идти. Может быть, не сразу. Такие переговоры занимают много времени, но Трамп торопится. Он не хочет военных конфликтов. Нигде. Даже с Ираном. Даже с Ираном не хочет. Ни с кем. Он надеется на свою экономическую мощь. Теперь, то, что касается сектора Газы, Хамас тоже очень ослаб. То есть организации практически не существует, кроме представителей за границей. То, что есть те или иные сторонники Хамаса, которые вылезают из нор с автоматами, это еще не организация, это ничего. В отношении Газа есть две позиции. Вернее, одна единая позиция, четко сформулированная. Эту позицию придерживаются и все арабские страны почти. Я не знаю, может быть, я даже не знаю, какая нет. Она говорит о том, что власть в Газе
должна перейти к Организации освобождения Палестины, к палестинской автономии, как это было с самого начала. Ну вот Катар, я думаю, будет против такого варианта. Катар Как вы тоже думаете? самое, согласен на это уже. Согласен, да? Да. И они в соответствии со своими полномочиями, как признанное палестинское государство более 160 государствами в мире, и будут определять условия на этой территории. Против этого возражает только Нетаньяху. По внутренним израильским причинам, потому что это значит, во-первых, то, что ультрарелигиозные и ультранационалистические партии покинут его правительство. Правительство падет, и будут выборы, на которых он вряд ли может остаться у власти. А его нахождение у власти – это для него основная цель для того, чтобы избежать обвинительных приговоров по 4 уголовным судам, по которым он идет, и 5-й еще по дороге. Вот оно как. Это очень просто. Ничего личного. Вообще, Яковлевич, израильская внутренняя политика – это, конечно, отдельный вид искусства, потому что у еврейского государства все очень довольно по-интересному устроено. Судебная власть по-своему устроена, в отношении премьера уголовные дела открывают, как-то вот террористов освобождают. Ну вот, извините меня, Яхью Синвар освободили. Ну, странно, вот честно, иногда вот очень много вопросов у меня вот возникает, на самом деле, к Израилю. Очень много, ну, нереально нелогичных вещей. Я понимаю, вы, может, со мной не согласитесь, скорее всего, но вот лично мне очень странно. Ну, ладно, это отдельный разговор. Я вам скажу, мне не странно. Вы даже не знаете, насколько вы правы. Чтобы евреи устроили свое государство и развивали его, это почти невозможная вещь. Сложный народ, с совершенно ненормальной историей, с Тяжелый, извращенной психикой за 2000 лет а то и больше. нахождения в изгнании, А то и больше, да. который проходил через многие страны, многие культуры, многие преследования и все, что с этим надо. У нас было тяжелое детство, и у нас тяжелая наследственность. Что мы можем сделать? И поэтому то, что в других странах является просто, у нас это невероятная проблема, которую даже со стороны трудно понять и представить. Да, это очень сложно. И поэтому у нас есть разные рецидивы тех или иных явлений. И с одной стороны, единство и взаимопомощь евреев известна во всем мире, а с другой стороны, такая внутренняя общинная разобщенность и разные подходы, все это существует одновременно. Я еще раз говорю, понять это со стороны почти невозможно. Но это так. Мне это ясно и понятно. Я этому не удивляюсь. Я просто пытаюсь понять, что лучше и как для моего народа, для моей страны. И когда была возможность действовать в этом направлении, я действую. То есть сегодня проблема в этом. Единственный, кто может решить эту проблему, Трамп. Все-таки Трамп. Соединенные Штаты, потому что так уж получилось, что зависимость Израиля сегодня от Соединенных Штатов политическая, она абсолютная. Военная большая, но не абсолютная. Экономическая намного меньше. Но все-таки страна меньше 10 миллионов, около 10 миллионов человек, но ВВП порядка 450 миллиардов долларов, это все-таки серьезно. И американская военная помощь экономическая, она даже не достигает 1% нашего ВВП. Так что в этом отношении другое. Но политическое, да, имеет огромное значение. И в политическом тоже надо понимать,
все страны, ну, нормальные страны в мире поддерживают Израиль в том смысле, что Израиль имеет право на существование. У евреев. Но не все поддерживают политику того или иного правительства Израиля. И очень многие путают, когда критикуют политику Израиля. Часть справедлива, часть несправедлива, но каждый делает, исходя из своих интересов. Конечно. Это не значит, что они подвергают сомнению само существование страны или хотят действовать против страны. Это пытаются использовать и в Израиле, и нет. И вот, например, в отношении этого суда и этой комедии. Франция. Великая страна. Вот. Президент Франции сказал. А что Франция заявила 3 дня назад? Поскольку Израиль не признает этого суда, мы не можем применять ордер на арест гражданам страны, которые суд не признает. И поэтому мы не будем арестовывать ни Нетаньяху, ни министра обороны. Даже Франция. А почему французы это сказали? Они что, этого не знали, когда Макрон объявлял, мы сейчас арестуем? Вот об этом речь. А это просто. Опять-таки, ничего личного. Франция очень хотела быть в группе государств, которые участвуют и гарантируют соглашение с Ливаном. И потому что Ливан – это производство Франции. Франция его создала искусственно, оторвав эту территорию от Сирии. И как так Франция не будет? А Израиль сказал, а вы из антиизраильской позиции, мы наложили вето на ваше участие. И чтобы снять это вето, и чтобы мы согласились, чтобы Франция участвовала в группе, которая отвечает за соглашение с Ливаном, они вдруг обнаружили, а как же, а вот по юридически мы не можем арестовать, потому что Израиль не признает этого суда. Вот и все. Как говорила моя бабушка, вы будете смеяться. Это так. В международной политике, в крючкотворстве, в их акробатике, в их эквилибристике, в их играх с законом, несмотря на все их крики «закон превыше всего», их фантазия, их гибкость, их преступность безгранична. Так что в отношении нашего премьер-министра он спокойно может лететь во Францию. Франция это подтвердила. Мы его примем с удовольствием. Вот в отношении этого суда Трамп обещал, вот когда я начну свое президентство, вот я с этими подонками рассчитаюсь. И он собирается в первые же дни своего президентства принять активные меры против этого суда и всех, кто там занимается своими, так сказать, пакостями и подлостями. Вот, ну. Яков Федорович, у меня вот такой еще один вопрос остается. У нас, к сожалению, не остается не так много времени, но вопрос я хочу вам очень задать этот. Он не по теме Ближнего Востока и вообще никакого отношения не имеет ни к Израилю, ни к Ирану. Он касается российско-американских отношений. И на прошлой неделе, я понимаю, что уже как бы новость несколько устарела, но вы очень глубоко разбираетесь в этой теме. Оружие под названием «Орешник». Наш президент анонсировал о создании этого оружия и его уже применении на Днепропетровском, на Украине. Надо сказать, вызвало шквал эмоций на Западе. Одни военные эксперты начали говорить о том, что все это блеф и что как бы не стоит верить словам России, другие призадумались. А третьи, скажем так, начали уже вовсю эмоциональничать. Я хочу другое слово сказать, но вот подберу именно это. Как бы вы прокомментировали появление этого сообщения, что это может значить для российско-американских отношений? У нас буквально вот несколько минут. Ну, во-первых, ни один серьезный военный специалист не может к этому относиться
поверхностно сказать, это ничего, это ерунда. Во-вторых, орешек означает то, что Россия не только начала, она производит виды оружия среднего радиуса действия, которые дают ей абсолютное превосходство на Европейском театре военных действий, при условии, что этот вид оружия будет использован не только в конвенциональном варианте, а в ядерном. И этот вид позволяет использовать тактические ядерные заряды. И если кто не знает, ядерные заряды существуют от 0,3 килотонн до 100 килотонн. И один орешек, одна ракета может доставить эти заряды в любую точку на расстоянии 5-6 тысяч километров, покрывая всю Европу. Одна ракета может нести 6 блоков, а каждый блок может нести еще по 6 взрывных устройств, каждая, которая может быть с той или иной мощностью тактического ядерного оружия. И если расщепление блоков будет на определенной высоте, то можно представить, что будет с территорией и какой, если на нее упадет 36 бомб, хотя бы 15 килотонн, это то, что было в Хиросиме. Это катастрофа. Поскольку время, необходимое для достижения цели, для подлета этих ракет с территории России, и никто не сказал, что будут запускать это именно из-под Астрахани, поскольку они устанавливаются на мобильных. И если это будет запускаться с территории Белоруссии, или с территории Крыма, или с территории Калининграда, время подлета для основных военных и стратегических центров Европы – это 5 плюс-минус минут. И каждый такой орешек может нанести колоссальный, смертельный удар по жизненным центрам. На каждую страну НАТО из 3 основных – это Франция, Германия и Великобритания, остальные не играют никакой роли, достаточно по 10-1,5 орешков. И тогда военная мощь этих стран будет ликвидирована. Но, как это было заявлено президентом России, это только один из вариантов такого вида оружия. То есть целая серия подобных видов оружия. Сегодня орешек обнародован, сейчас не обнародовано. У России находится на последних стадиях введения вооружений. То есть Россия поставила Европу и НАТО перед проблемой, что если Россия захочет, она может уничтожить военную мощь НАТО, прежде чем в Соединенных Штатах успеют проснуться. И тогда перед Соединенными Штатами будет проблема. Начинать стратегический обмен ударами, который нанесет смертельный удар по Соединенным Штатам, из-за Европы, которая уже войну проиграла. То есть это дает России огромное военно-политическое глобальное преимущество на Европейском театре действий, учитывая огромное превосходство России в оружии ядерном тактическом. В Соединенных Штатах всего тактического ядерного оружия. Во всех Соединенных Штатах 200 бомб для самолетов, из них 100 в Соединенных Штатах, 100 в Германии. Все. А
если вернуться к конфликту на Украине, к военным действиям, Орешек поставил последнюю точку на каких-либо планах Запада. Я не говорю про украинское руководство, оно ничего не стоит. Это да. Не только победить Россию, но и выдержать на следующие удары России, если они не пойдут на переговоры и не будут приостановлены военные действия. И тогда, скорее всего, вариант, который предупредил Путин, и всегда его надо слушать, потому что он все-таки выполняет свои обещания. Продолжение военных действий означает то, что способность существования украинского государства будет под сомнением. Оно может перестать существовать. Ну вот, пусть президент Франции Эммануэль Макрон внимательно переслушает еще раз обращение российского лидера Владимира Владимировича Путина, и пусть внимательно подумает над тем, а стоит ли дальше отправлять французских легионеров, значит, в зону СВО или не стоит. Кстати говоря, тут у Франции же французская армия пополнения, я не знаю, в курсе вы или нет, но Макрон как раз накануне заявил о том, что 15 тысяч, я прошу прощения, трансгендеров, которых из Америки Трамп уволит, как только станет президентом после 20 января, значит, он возьмет к себе в армию, чтобы они могли найти себе место для применения. Ну вот, какая страна, такая и армия получается. Яковлевич, огромное спасибо вам, что вы нашли, как всегда, для нас время для того, чтобы с нами поделиться своим мнением, своей точкой зрения. И я уверен, что наши зрители, как всегда, по достоинству это оценят. Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях общественный деятель, экс-руководитель израильской спецслужбы НАТИФ Яков Йосич Кедми. Трансляция была из Израиля. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Вестник Кавказа, на наш канал в Ютубе и Рутубе. Нашу программу вы также сможете смотреть теперь и на платформе ВК Видео. С вами был Фархад Ибрагимов. Всего вам самого доброго. До свидания.